Я решил отправиться ночью в лес, чтобы наконец найти там заброшенную избушку лесника, которую я уже более 3 лет хочу посетить. Ходят слухи, что лесник бесследно исчез в начале 90-х годов, и с тех пор этот лес местные жители стараются обходить стороной, так как считают его местом, где обитают злые духи. Мне удалось добраться до этого мрачного леса и найти тропинку, ведущую в его глубину, пройдя по которой я наконец нашел. Вот только не то, что искал. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Так, ребята, чтобы вы понимали, какая тут кромешная темнота. Там видны небольшие огоньки впереди. Это спуск в деревню, куда я сейчас еду. Когда-то в этой деревне мне один человек лет 15 назад рассказывал вот эту историю про лесника, которую я вам хотел рассказать. Я когда тоже снимал видео про лесника, который пропал 25 лет назад в лесу. Я сейчас буду проезжать через эту забытую деревню, заброшенную. Ох, лиса пробежала. Только что глаза светились. Или волк, или кто. Тут их дохренище. Вот так выглядит место, где я сейчас нахожусь. Закат. Начало 12-го ночи. Какие-то машины там впереди немножко ездят, лисы бегают. Буду я сейчас отправляться в ту деревню. Проезжая на мопеде через деревню, я не сразу обратил внимание на то, что абсолютно нигде не видно ни единого огонька света из окна. Лишь полная темнота и ни одного человека ни на улице, ни во дворе. Все люди как будто попрятались в своих домах, опасаясь чего-то ужасного. Я вспомнил, как один старик мне рассказывал страшилку о том, что пропавшего лесника иногда видели на окраине села ночью, после чего кто-то обязательно там умирал. Так, ребята, я уже выехал на полевую дорогу, скоро будет лес. Мопед еле тянет в горку. Надеюсь, что там все будет хорошо. Приеду, выпью воды и расскажу вам одну интересную легенду об этом месте. Так, ребята, я приехал в лес. Сейчас вам покажу, что тут есть. Тут въезд в лес. И я вроде как... Человек, который такую какую-то лису видел. Сейчас постараюсь вам показать лисенка. Короче, ребята, смотрите. Видите 2 глаза впереди? Смотрите, ребята, это маленький лисенок. Это лиса. Видите? Лиса ходит. Это вход в лес. И там что-то так неприятно выло, скажу честно. А лисенок, вон сидит и даже не убегает от меня. Так, ребята, вот и лес, спуск в лес. Мне кажется, стрёмно как-то не по себе. Я очень надеюсь, что я тут не встречу никаких лисиц диких, там бешеных. Не встречу тут каких-либо волков. И не встречу тут каких-то странных людей.
Прикинь, ну тут люди иногда... Блин, я с собой не взял ни хрена. Постоянно мне что-то кажется, черт возьми. Я так боюсь сейчас так повернуть фонарь, сзади себя увидеть. Чьи-то глаза. Вроде как эта дорога должна вести была к домику лесника. Но я точно не уверен. Где-то в этом лесу, ребята, до сих пор лежит тот самый лесник, который пропал 25 лет назад. Тут давно машины не ездили, видите, паутина. Короче, ребята, я уже минут 5 шел по дороге. Тут глухомань, где-то вдалеке слышу, едет машина. Возможно, надеюсь, она не увидит мой мопед, потому что я его там закатил в лес. Буду продолжать путь. Вокруг все еще лес. Вроде никаких особых там криков, визгов я не слышал. Но все равно тут реально как-то не по себе. Уж тут, судя по всему, машины очень давно не ездили. Скажите, вы бы остались бы в ночном лесу? Так, дорога куда-то уходит направо. Спуск вниз. Я надеюсь, что я все-таки встречу ту избушку лесника. Опа. Слышали шум? Фух, как-то не по себе. Тут угодно может прятаться в этой рыбе. Капец. Опа. Там что-то есть. Я что-то нашел, ребят. Что это такое?
кто-то ходит. Ну! Фу, блядь. Это, ребята, чья-то пасека в лесу. А там бродят какие-то дикие звери. Кто-то лазит там. Вообще не нравится мне это. Так, ребята, я буду уходить. Кто-то лазит там. Я не знаю кто. Может, дикий зверь какой-то. Или я кого-то перепугал, он ушел куда-то. Черт. Буду уходить. Наверное, избушка лесника. Друзья, на другом, ну, чуть дальше проезд. Я, скорее всего, попутал проезды, потому что тут проезд на какую-то пасеку в лесу, не знаю. А избушка лесника, скорее всего, чуть дальше. Вдвойне напрягает меня. Слушай, сука, воет. Воет. Пора уходить отсюда. То года может тут преследовать. Ребята, уезжаю с того леса. Мне как-то не по себе. Я проехал еще километров 5 вперед, я не нашел проезд в избушку лесника. Возможно, я немножко не туда заехал, не в том направлении. Я завтра или послезавтра вернусь туда днем и еще раз днем разведаю избушку лесника, потом, дай бог, туда вернусь ночью. А вы напишите в комментариях, что это могли быть за звуки странные, такие крики какие-то. Потому что я до сих пор как-то мне не по себе. Особенно кто-то мог шуршать внизу в рыпе. Ходил, как будто что-то там перемещал. Может быть, там ночевал какой-то пасечник, пчеловод, я его напугал, и он туда убежал. Потому что сам не знал, кто там к нему мог приехать. Напишите ваши пожелания, а я продолжаю путь.